Здравствуйте, с вами канал Vitiligo AI, и я, его ведущий Аватар Вит. Наш канал информационный. Он для тех людей, кто борется с Vitiligo, а также родных и близких таких пациентов. Вы видите в логотипе цветок зверобоя, это символ нашего канала и уникальное растение, которым Vitiligo лечили еще в древности. Сегодня я расскажу вам о стандартной схеме лечения Vitiligo, которой придерживаются врачи в большинстве стран, причем на всех континентах. За моей спиной здание Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии. Существующая официальная схема лечения Vitiligo построена на федеральных клинических рекомендациях, подготовленных под редакцией профессора Волнухина в этом научном центре. Ссылку на последнюю версию этого документа вы найдете в описании под видеороликом. Федеральные рекомендации обобщают международный опыт и построены на анализе множества научных работ, охватывающих клинические испытания препаратов наружного и внутреннего применения, а также фото- и фитотерапию. В этом видео мы рассмотрим общую схему лечения Vitiligo, включающую терапию первой и второй линии, а раскроем эти рекомендации более подробно в других роликах. Первой линией называются врачебные рекомендации, с которой начинают лечение, а второй линией терапии являются рекомендации в случае отсутствия успеха от первой линии. Также дерматологи рекомендуют начать со второй линии терапии, если применение первой линии лечения невозможно ввиду ограничений по здоровью пациента. Некоторые дерматологи в своих видео на YouTube говорят о существовании третьей или даже четвертой линии терапии Vitiligo, но это лишь фигура речи. На практике означает всего лишь последовательный перебор методов из клинических рекомендаций. Отдельно отмечу, что федеральные рекомендации не отрицают использование фитотерапии, которая рассматривается в разделе под названием «Иное лечение». Фототерапии и фитотерапии будет посвящено у нас несколько видео, поскольку там множество методик, и на каждой нам надо подробно остановиться. Как выглядят федеральные рекомендации, если говорить кратко? При локализованных формах несегментарного Vitiligo и сегментарного Vitiligo основным методом первой линии терапии является применение местных лекарственных препаратов в виде мазей, кремов, гелей. Этот вид препаратов, которые наносят сверху на кожу, называют в медицине топическими препаратами или, иными словами, наносимые сверху. Теперь, что такое локализованные формы Vitiligo? Это когда на теле присутствует один или несколько очагов депигментации, но в сумме они не превышают 5% поверхности тела человека. Если вы посетите дерматолога в государственной поликлинике, то ваше лечение начнут именно с наружных препаратов первой линии. В частной клинике вам, скорее всего, сразу предложат фототерапию, поскольку это платные процедуры, а делать их надо долго, и потому клинике это выгодно. Однако здесь не только бизнес, но и определенная польза для пациентов в части ускорения лечения. Топическая терапия первой линии во многих случаях малоэффективна, и если начать сразу с фототерапии, то это может привести к лучшим результатам лечения. Лечение Vitiligo средствами первой линии терапии по федеральным рекомендациям начинают с глюкокортикостероидных мазей и кремов. Это такие препараты, как метилпреднизолон, алкламетизон, бетаметазон или клобетазол в виде крема или мази, обычно используемые наружно один раз в день в виде аппликаций. Конкретный вид препарата из названного списка врач рекомендует, исходя из собственной практики и наличия в аптеках. Длительность лечения кортикостероидными мазями и кремами до 3 месяцев, применяя как ежедневно, так и курсами. Далее дерматолог оценивает прогресс в лечении и дает дополнительные рекомендации. В случаях отсутствия эффекта от применения глюкокортикостероидных мазей и кремов альтернативным средством являются ингибиторы кальциневрина, которые также наносят наружно на кожу. Примерами топических ингибиторов кальциневрина являются такие препараты, как токролимус и пимекролимус. Они представлены в виде мазей или кремов и наносятся на пораженные участки кожи. Они действуют путем блокирования фермента кальциневрина, что приводит к уменьшению активности иммунной системы в очагах Vitiligo. В отличие от стероидных мазей, ингибиторы кальциневрина имеют меньше побочных эффектов при использовании на протяжении длительного времени. Особенностью ингибиторов кальциневрина является возможность использования на лице пациента,
а также для лечения витилиго у детей. Это важно, поскольку детям глюкокортикостероидные мази и кремы не рекомендованы. Обычный курс лечения кремом или мазью, содержащими ингибиторы кальциневрина, также составляет от 3 месяцев и более. Дерматолог может пропустить этап лечения глюкокортикостероидными кремами и сразу перейти к методике применения топических ингибиторов кальциневрина. Это зависит от возраста пациента и локализации очагов витилиго. Пациентам важно знать, что при использовании мазей и кремов первой линии терапии, независимо от типа и названия препарата, запрещено одновременно применять фототерапию и загорать на солнце, оставляя очаги витилиго открытыми прямым солнечным лучам. Также следует оберегать очаги витилиго от мелких травм, таких как ссадины, царапины и укусы насекомых. Если глюкокортикостероидные мази и кремы или препараты ингибиторов кальциневрина не дали результата, дерматолог отправляет пациента на сеансы фототерапии. Частные клиники начинают лечение витилиго сразу с фототерапии, стараясь загрузить оборудование, которое имеется у них в клинике. Говоря далее о фототерапии, пациентам надо соблюдать умеренность по числу процедур. Хотя многие клиники позиционируют свое оборудование как абсолютно безопасное, в реальности никаких долговременных исследований на этот счет не проводилось. Следует знать о возможном риске канцерогенного действия больших накопленных доз ультрафиолетового излучения, способного вызывать серьезные последствия, включая онкологию кожи. Федеральные рекомендации подчеркивают, что пациенты должны сами вести подсчет числа процедур фототерапии и не делать более 150 или максимум 200 процедур в течение всей жизни. Естественный солнечный свет использовать можно, но не во время лечения стероидными мазями и кремами и не во время применения наружных препаратов-ингибиторов кальциневрина. К средствам второй линии терапии относят широкополосную средневолновую ультрафиолетовую терапию 280-320 нанометров и облучение эксимерным лазером 308 нанометров. В последнее время хорошие результаты показывает узкополосная фототерапия с излучением 311 нанометров. К числу устаревших методов фототерапии относят ПУВА-терапию с пероральным применением фотосенсибилизатора. Как показала долгосрочная статистика, ПУВА-терапия может провоцировать онкологию даже через много лет после ее применения. Поэтому пациентам следует оценивать риски ПУВА-терапии в сравнении с желанием вылечить витилиго. В этом видео я рассказал о методике лечения витилиго, которую вам назначит дерматолог в соответствии с федеральными рекомендациями. Напомню, ссылку на этот документ вы найдете в описании к видео. Надо признать, что все методы лечения витилиго относятся к симптоматическим. Иными словами, они стараются лечить последствия потери пигмента кожи, но не причину. Поэтому постарайтесь обязательно отработать еще один ключ к лечению витилиго, посетив эндокринолога, гастроэнтеролога и других специалистов для выявления болезней щитовидной железы, органов пищеварения, неврологических болезней, что могли послужить причиной витилиго. А если вы решите использовать фитотерапию для лечения витилиго, то для вас подготовлены сбалансированные рекомендации, которые нейросеть составила на основании серьезных клинических испытаний. Посмотрите ссылку под видео. Это все, что я хотел рассказать сегодня, и помните о том, что нельзя сочетать лечение стероидными мазями и ингибиторами кальциневрина одновременно с фототерапией. А число сеансов фототерапии не должно превышать 150-200 сеансов за всю жизнь. Не забудьте подписаться на канал Vitiligo AI и оставайтесь с нами.